Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Всем огромный привет! Добро пожаловать в самый большой Эмират ОАЭ. И сегодня мы отправимся на обзорную экскурсию по Абу-Даби. Приятного просмотра! Мы заселились в отеле, который называется Аль-Раха Бич. Это, наверное, культовый отель в Абу-Даби, потому что он один из самых первых для туристов, которые предпочитают отдых у бассейна, на пляже, с детьми. Поэтому это идеальный выбор и по сей день. Очень многие туры предлагают этот отель, поэтому обязательно присмотритесь к нему. Рядом с отелем также находится Раха Молл. Там есть супермаркет, можно купить недорого сувениры. В Абу-Даби работает Uber, Яндекс, поэтому до аэропорта можно добраться либо на такси, либо заказать дополнительный трансфер в этом отеле. Пройдем внутрь отеля. И здесь видим сразу не стойку регистрации, а как раз таки трансфер. То есть из этого отеля можно добраться до Yas Island. Там находится Ferrari World, знаменитая такая активность. Также находится там парк аттракционов Warner Brothers и другие достопримечательности. Также можно добраться до молла. И вот здесь вот есть расписание. На ресепшене работает еще и русский сотрудник, который подскажет вам, какие места лучше посетить. Лобби этого отеля очень красивое, большое. Знаете, ощущение, что находишься не в отеле, а в каком-то огромном торговом центре. Также здесь есть кафе Моцарт. Здесь можно заказать вкуснейший кофе, посидеть в прохладном месте. Здесь делают арабский кофе, также делают арабику, капучино, латте. Можно заказать различные десерты и даже что-то перекусить себе. На первом этаже также находится столовая. Чуть позднее мы покажем наш завтрак. Помимо этого можно дополнительно заказать себе обед и ужин. Здесь также шведский стол, но за дополнительную плату. В наше проживание входит только завтрак. Сейчас я спустилась на этаж B. Здесь находится салон красоты. Здесь можно карточки обменять на полотенце и пройти в бассейн. Чуть позднее мы отправимся туда купаться после экскурсии. Здесь можно посмотреть на расписание. Каждый день проходят различные активности. Дополнительно можно заказать водные развлечения с аквалангом, либо на лодке. Можно видеть план бассейна и всего пляжа. Давайте пройдем и посмотрим. Бассейн очень большой, есть горки детские. Также есть зона и для взрослых, которая огорожена. Там бассейн поглубже. Есть бар. Все напитки за дополнительную плату. Там же можно заказать себе кофе, либо мороженое. Также здесь у нас есть прекрасная детская площадка с домиками, похожая на детский садик. Поэтому также можно маленьким гостям здесь играть. Помимо этого, здесь также есть настольный теннис. Ну да, это и есть детский сад. Узнавайте расписание. Лежаки есть не только в бассейне, но еще и на пляжной территории у моря. Есть даже вот такие вот красивые лежаки, посмотрите. Для любителей кальяна здесь есть лаунж, который называется Ванаса. Сейчас я иду внутрь отеля. Здесь также есть еще спа. Заказывать рекомендуется заранее. Есть различные программы от 150 дирхам. Здесь есть еще также тренажерный зал. Множество тренажеров. Знаете, ощущение, как будто бы это прям спортивный клуб, потому что тренажеров действительно много. Но все предпочитают отдыхать у бассейна. Тренажеров реально много. Велодорожки, беговые дорожки, они находятся у окна, поэтому можно заниматься спортом и наблюдать за отдыхающими в бассейне.
Сейчас я вернулась в лобби. Хочу показать вам еще несколько интересных мест здесь. Итак, здесь есть вот такая колоритная зона, где можно делать фотографии. Помимо этого можно приобрести местные бутылки, если они ежедневно находятся, либо заказать экскурсию. Ну а теперь давайте пройдем на первый этаж, и я вам покажу нашу комнату. Пройдем в нашу комнату. Начну с этого уголка. Здесь у нас чайник, кружки, очень много видов чая. Также есть растворимый кофе, сливки. Каждый день приносят водичку свежую. И шкафчики, куда можно убрать какие-нибудь снеки, газированные напитки. Помимо этого у нас есть холодильник. В этом можно закупиться в супермаркете и сюда принести свою газированную воду, либо обычную воду. Также здесь есть большое зеркало во весь рост. Наша комната очень просторная. Это тип Family Room. Так как мы путешествуем с Али, у нас две большие кровати. Одна размера King Size, другая размера Twins. На нашей кровати нас встречает красивый павлин из полотенец. Все усыпано лепестками красных роз. И еще нам оставили небольшой подарочек, это десертик. Здесь финики в шоколаде с миндалем. Для нашей небольшой группы предусмотрен огромный шкаф, где хранятся наши вещи. Также в одном из шкафчиков есть утюг, гладильная доска, вешалки. Также в другой полке можем обнаружить, что есть дополнительная подушка, халатик, тапочки. Как я вам говорила, все уже в наших вещах. В третьем отделении есть сейф, куда можно убрать все ценные вещи. Также помимо всего того, что я показала, у нас есть телевизор, тумбочка, рабочее место, прекрасно работает Wi-Fi. Есть еще вот такая зона отдыха. Здесь у нас диванчик и кресло. Это один из самых первых отелей для отдыха в Абу-Даби и один из самых лучших. Еще в нашем номере есть балкон. Давайте пройдем туда. Открывается красивый вид на бассейн, на залив. Здесь очень много гостей. Еще здесь открывается вид на красивые здания. На балконе есть два кресла, столик. И последняя комната, которую я вам еще не показала, это ванная. Здесь у нас есть душ. В душе есть и кондиционер, и шампунь. Также есть большая ванная с лейкой, зеркало. Очень много полотенец, рассчитанных на 3 человек. Также предусмотрели шапочку для душа. Как видите, ванная очень просторная. Также помимо этого есть телефон, если вдруг что-то случилось, позвонить на ресепшн. И фен. Сейчас мы идем на завтрак. Здесь шведский стол. Нас встречают и провожают за столик для 3 человек. Okay, thank you. Разнообразный завтрак. Начинаем наш обзор с салатного столика. Здесь есть различные виды зелени, хумус, творожный сыр. Есть еще такое блюдо местное, которое называется лавнет, арабская кухня. Макдоус — это фаршированные баклажаны. Также есть мясная и сырная нарезка. Несколько видов и мортаделлы с курицей, и турецкой ветчины. Также, как видите, здесь много сыров, творожных, либо таких как гауда. Здесь можно взять жареные грибочки, вареные яйца, жареную картошку. Также есть различные виды булочки, мясные пирожки. У них они называются фатайят. Также есть томаты на гриле, хэш-браун, бекон из говядины, сосиски куриные, фасоль.
И на этой станции можно заказать себе еще дополнительно омлет. Конечно же, есть множество фруктов. Арбуз, ананас, дыни, апельсины. Из соков есть апельсиновый, ананасовый и яблочный. Вкусные лепешечки парадха, фаршированные овощами. Также есть палак-панир. Это тофу-сыр в соусе шпината. Супчик дал. И еще одно индийское блюдо – это хлеб тофу. Конечно же, есть и китайская станция, точнее, я бы сказала, азиатская. Здесь есть супчик, в котором можно добавить тофу и другие различные добавки. Помимо этого есть дамплинги, жареный рис и еще один жареный рис, похожий на лапшу. Из яичного меню можно взять жареные яйца, омлет, шакшуку и скрэмбл яйца. Здесь добавки. Вас приветствуют и буквально за пару минут. Hello, morning. Вот, thank you. Здесь готовят оладьи и блинчики, которым тоже можно добавлять соусы, варенье, джемы, орешки, французские тосты, вафли и оладьи. Множество видов хлопьев. Также есть готовые йогурты и гранола. Давайте возьмем один из них сразу. Здесь просто обычный йогурт греческий с добавлением джема. Здесь также есть египетская кухня. Вот таким вот интересным половником можно достать из этого чана фасоль тушеную и к ней сделать различные добавки. Огромная хлебная станция с булочками, круассанами, пирожными. Ну, естественно, берем кружку и делаем себе кофеечек. Такой у нас получился завтрак. Здесь жареные яйца, сыр, картошка. Взяла египетское блюдо, необычное из чана. Так, Али, рассказывай, что ты взял себе. Сыр, колбаску, омлет взял картошку в разном виде, жареную, хаш-браун, вот этот вот какой-то арабский пирожок с мясом, а также сосисочку. Ну и, конечно, хумус, мутабаль и лабни. Это вот традиционные такие вот арабские закуски. Скоро отправимся на экскурсию. Также при желании можно выбрать местечко себе еще и на террасе. По утрам здесь не так жарко, дует ветерок и открывается красивый вид на бассейн. Во второй половине дня мы с ребятами решили немного отдохнуть у бассейна. Взяли сейчас полотенце и идем смотреть, какой здесь есть бассейн, потому что я еще бассейна в этом отеле не был, но видел его очень хорошо из окна нашего номера. Помимо бассейна здесь также есть пляжная зона с мелким песочком. Здесь отдыхающих поменьше, потому что все-таки больше предпочитают купаться именно в бассейне, так как море очень теплое. Заход очень удобный. Я также думаю, что и детишкам будет комфортно здесь. Волн нету. Если в начале при входе был песочек, то сейчас дно немного илистое. Ну и цвет воды немного зеленоватый. Сейчас мы перебрались в бассейн. Надо сказать, что он огромный. Есть множество зон для детей и взрослых. Где-то играют в активные игры, где-то купаются, где-то чуть ли не дискотека проходит. На самом деле здесь есть даже специальная программа, за которой можно следить. Она находится перед тем, как вы берете бассейн. Там расписание ежедневно меняется. Разные гимнастики, есть водные гимнастики. Поэтому каждый найдет активность себе по душе. Вы также можете заказать себе коктейль, либо съесть мороженое, либо выпить капучино в баре, который находится прямо в бассейне. С утра в отель за нами приехал гид, который будет сопровождать нас сегодня на обзорной экскурсии по Абу-Даби. Сейчас, ребята, мы отправимся на интерактивную выставку, которая открылась буквально недавно.
называется «Вселенная света». Сейчас мы посетили еще одну интерактивную выставку. Много красивых залов с огромными панелями. Там рассказана история мечети, в которой мы с вами скоро побываем. Очень красивый, впечатляющий зал, в котором также можно снимать. Там есть почти у каждого экспоната, у каждой экспозиции описание на русском языке. Все это интерактивное, нажимается, показывается. В общем, очень впечатляет, очень впечатляет. Ну а сейчас мы направляемся уже в саму мечеть Шейха Зайда, чтобы посмотреть на эту красоту своими глазами. В мечеть Шейха Зайда ведет множество эскалаторов прямо из торгового центра, где мы до этого были с вами в выставочных залах. А теперь можем любоваться этой мечетью воочию. Это одна из самых крупных мечетей в мире. Она построена в честь Шейха Зайда. Это основатель и первый президент Объединенных Арабских Эмиратов. Мечеть была открыта в 2007 году. После того, как поднимаетесь из мола к мечети, сразу же ощущается эта жара, духота. Но гид сказал, что через пару часов будет еще жарче, потому что мы все-таки приехали достаточно рано, сейчас около 10 часов. Территория очень красивая, огромная. Это одна из самых больших мечетей в мире. Во внешнем ряду здания можно увидеть 82 купола, которые украшены мрамором. Также мы видим, мрамор выложен внутри двора. А по четырем углам мечети возвышаются минареты высотой около 107 метров.
Сейчас мы находимся внутри мечети, в главном молитвенном зале. Он способен в себя вместить 7 тысяч верующих человек. А сама мечеть вмещает порядка 40 тысяч человек. С этого угла обзора открывается вид сразу на 3 люстры. Люстры выполнены как будто вот в виде пальм, с которых свисают финики. Поэтому они 3 цветов: зеленого, желтого и красного, в зависимости от степени их созревания. Рядом с большой мечетью расположен военный мемориал, который называется Вахат Аль-Карама, к которому мы направляемся. Там есть еще прекрасная точка с обзором на мечеть. Сейчас мы находимся на мемориальной площади, а сам этот мемориал был построен в честь эмиратцев, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей. Мемориал состоит из 3 сооружений. До этого мы видели наклонные колонны, также были на мемориальной площади. А сейчас мы заходим в павильон чести. В мемориале чести начертаны имена эмиратских солдат, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Здесь очень-очень много табличек с их именами. Также в центре зала установлено 7 зеркал. Это символизирует 7 эмиратов. Это означает единство солдат в Объединенных Арабских Эмиратах. Сейчас мы приехали на местный маркет, который расположен рядом с портом. Сюда прибывают различные суда, и все продается именно здесь. Различные фрукты, орехи, также очень большое количество видов фиников. Сразу же пробуем финики. Некоторые финики маленькие, некоторые большие, некоторые фаршированные орехами, некоторые с косточками. Огромное количество видов фиников. Наш гид предпочитает самый классический, без добавок вариант. То есть шоколадом он вообще не ест, а из всех фиников предпочитает вот наиболее такой сухой, который вот дает чистый вкус финика. Я думаю, когда ты живешь посреди большого количества фиников, ты рано или поздно приходишь вот к этому варианту. Но для нас лично, ну, лично для меня, такие вот чуть-чуть посочнее, поинтереснее, как бы, ну, тоже неплохие. Также с финиками здесь принято наливать арабский кофе. Очень вкусный напиток. Средняя цена на финики здесь около 60-70 дирхам. Но цена может разниться как в одну сторону, так и в другую. Совсем рядом с овощным маркетом, где мы только что пробовали финики, располагается еще и рыбный маркет, в который мы тоже заглянем. При входе на рыбный маркет сразу же мы видим огромное количество продавцов. Все они предлагают подойти к своим палаткам, посмотреть рыбу, естественно, по самой лучшей цене. Очень много разнообразной свежей рыбы. Как нам рассказал гид, эта рыба называется хамур. Также креветки, которые сюда прибыли из других стран. Смотрите, какой огромный осьминог.
Вначале мы видели, как продают рыбу, а здесь мы видим уже, как ее разделывают. Сейчас наш гид Ибрагим рассказал, как работает этот процесс. То есть вначале вы покупаете рыбу, а потом можете прийти вот сюда, и вам ее разделают. То есть вы можете попросить различную разделку, что вам нужно. То есть вы отдаете вашу рыбу, платите порядка 15 дирхам, получаете номерок. Вот здесь загораются номерки, вы просто ждете в очереди и получаете свою рыбу. То есть делайте заказ словно в Макдональдсе. Сейчас мы остановились, чтобы полюбоваться шикарным видом. Проезжали по набережной, которая называется Корниш. Проезжали различные отели, красивые здания. Ну, и вот такой шикарный вид на набережной Абу-Даби. Здесь же мы видим старинное здание Национального театра, а также наш автомобиль, на котором мы путешествуем, Hyundai Santa Fe. Следующая точка, куда мы приехали, это мемориальный комплекс, который посвящен как раз основателю ОАЭ шейха Зайда. Центральной композицией в этом мемориальном комплексе является портрет шейха Зайды, который здесь называется «Созвездие». Мы видим раму, в которой на более чем 1000 кабелях подвешены более чем 1300 геометрических фигур, которые как раз формируют изображение шейха Зайда. Приехали вот в Emirates отель, и наш гид любезно рассказал нам, что изначально здание задумывалось как такая вот резиденция для статусных гостей, иностранных делегаций и так далее. Но когда это привлекло такое большое количество туристов, они поняли, что не могут использовать его по назначению, перековали его в отель. Сначала это был Кемпинский, сейчас это Мандарин. И отстроили вон там, вон другой, значит, дворец именно для операционных функций. Там нет комнат, там только залы для делегаций, и теперь все функционирует отдельно. Также из этого отеля с обзорной площадки открывается вид на башни Этихад. Мы видим 5 башен, а снизу располагается молл с дорогими автомобилями. Сейчас мы находимся внутри отеля. Несколько лет назад я уже была здесь, когда путешествовала с мамой Кирилла по Эмиратам. Здесь все выполнено в золотых оттенках. Огромные залы, красивые. Иногда ощущение, что находишься в какой-то опере или в национальном дворце. Но в действительности это сейчас отель. Сейчас мы любуемся частным пляжем, а также наш гид рассказал, что именно здесь располагается главный вход в этот отель, а не там, где мы вошли. Сейчас мы пришли к одному из старейших каменных зданий в Абу-Даби, который называется Каср Аль-Хосн, в переводе «Укрепленный дворец». И как нам рассказал гид, башня у этого форта была построена в 1761 году. В 2018 году, после масштабной реставрации, это место превратилось в культурный центр или даже музей.
башня сзади меня – это старейшее здание здесь, в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Она изначально была как сторожевая башня для единственного пресного источника воды. Вот. Потом, спустя 30 лет, вот она в 1761 была построена, а уже в конце 18 века здесь был сформирован небольшой форт, и тут стала находиться такая вот резиденция правящего шейха. В музейном комплексе, в котором мы сейчас гуляем, можно увидеть множество экспонатов, связанных с историей Абу-Даби. Сейчас мы гуляем по деревне исторического наследия, где полностью воссоздан быт древнего бедуинского поселения. Сейчас у нас был небольшой мастер-класс по приготовлению арабского кофе, после которого нам по очереди справа налево, как это принято, подали по чашечке, и мы пробуем этот кофе. Очень вкусный. Мы хотели бы поблагодарить Ибрагима, который сегодня нам провел эту замечательную экскурсию. Путешествуя с ним, возникает ощущение того, что ты путешествуешь не просто с гидом, а с другом. Thank you so much, Ibrahim, for this experience. It was really, really interesting. You opened for us a new Abu Dhabi because we don't know so many information without you. Thank you and welcome. Ребят, если вы хотите такую же экскурсию, как у нас, обязательно обращайтесь в агентство, которое называется Golden Links Travel and Tours. Как всегда, контакты оставим в описании под видеороликом.